Ребята, всем привет! Нас давно не было, потому что У меня проблемы с щитовидной железой. Болезнь Хашимота. Ты мое счастье. Ты моя маленькая ватрюшечка. Это что за шоколадная вафелька? Ну и еще одна новость. Посмотрите на эту идеальную улыбку. На эту супер женщину. Ребята, всем привет! Вам облизончики сразу поставьте нам лайк за то, что мы выпустили видео, еще и в кадр пустили чупсика. Поверьте мне, это сделать, чтобы его всунуть в кадр, или чтобы сделать с ним фотографию, это очень сложно. А тут он прямо Сам захотел. Нас давно не было, потому что накопилось много дел, да? Плюс не было такого желания. Ну, типа, тратить много времени на все дела такие, монтаж, съемка, как-то не было такого. Забирало очень много времени. И зима, наверное, влияла. Да, зима влияла. Но не потому, что мы не хотели вернуться к своим любимым подписчикам. Конечно, нет. А потому что из-за, вот как Саша сказала, из-за зимы, из-за всяких дел, проблем, вот это все накопилось. И как будто не хотелось, грустно, Да не знаю. Ну, как-то все, много реально дел было всяких. Да, но самое главное наше дело, была. Самое главное наше дело, это связано у Саши. Саша собирала документы. Ну, я уже не собирал. Как? Мне надо было еще. Да. У меня был геморрой там с документами. Да. У Сашки был геморрой со сталым побытом. Мы в процессе его получили, как это сказать, Саша уже сходил на интервью, уже прошло 2 месяца практически. Да. Мы ждем ответ. Чтобы попасть туда, это отдельный квест был. Ну, ты просто расскажи, что... Ну, как бы я даже не знаю, с чего лучше начать, потому что там несколько глав можно придумать. В 2 словах. Ну, вот про эти, как ты собирал документы, это может в другом видео как-нибудь расскажем. Не как я собирал, а то, что мои документы из литовского архива не нравились инспектору. Да. Типа, это не оригинал. Ну, я ж не могу саму эту книгу переписи перевести из архива. И я уже писал и в архив, и каким-то литовским нотариусом. Типа, можно ли это еще более заверить как-то увереннее? Увереннее по заверить. польским меркам, да. Ну, нельзя, это все, что там архив прислал, что это все, что они могут дать, ну, как бы справка с печатью, с подписью, копии переписи тоже там с печатью, что это копия верна, все такое. И я относил уже и оригиналы. Да. И, в итоге, оказалось, вопросов никаких к этому не было. Но в итоге так припугнули, как будто надо было ехать уже в Литву, сделать этот апостиль, как песеля, апостиль этот. На старые документы там но не делают. Но мы этого же не знали в процессе. Так я уточнил. Мы уже собирались в один день, мы уже думаем, все, надо ехать в Литву. Как, что? Надо брать выходной. Дождь, ливень, блин. Зима такая, что не снег, а ливень какой-то, непонятно, куда ехать. И надо очень быстро, потому что скоро подавать, уже внести это на собеседование. И все это мы узнали вот так вот в процессе перед собеседованием. В итоге Саша выяснил, что на старые документы этот песель, апостиль не ставится. Я уже даже распечатал, перевел эти письма от архива, от нотариуса, чтобы нести, доказывать, бороться. Не понадобилось. Блин, это такие документы важные, это же... честно, мы бы поехали, если надо было бы, мы поехали в Литву. Понятно, просто если там были подозрения, что это какие-то подделки, то проще сделать подделки белорусских либо польских документов, архивов, чем литовского. Которые надо переводить, платить за это. Это же глупо как будто. Блин, а что делать? Подделывать литовский архив, это, такой вариант. Так кто будет этим заниматься? Поэтому в чем подозрение было? У них было подозрение, у нас было, вообще с херами, к нам такие претензии. Мы, знаете, сколько мы связывались с этими литовскими архивами? Еще попробуй их найти. Я пару месяцев там ожидал одного ответа, потом второго ответа, потом еще что-то третье просил дослать. Да, еще и деньги это за все это платишь. Ладно, там деньги, это же... это не такие большие деньги, но все равно какие-то потом это деньги все мы перевести. платили, да. Это это сталый побыт в такую копейку обходится. Там сама подача не так дорого, все равно прилично. Все равно все вот это. Потом еще весь процесс, может и 1500 злотых. Ладно, вот прошли мы вот этот ад. Тут же ничего быстро так не делается. Еще запишись, попробуй, Ребзя.
Короче, Сашка записался. Ну, записывался еще. Записался я в августе. Мгм. Ну, Мы даже видео как-то снимали, что я не нам знаю, удалось сколько я записаться. звонил. Месяц, больше. М. И там с какого-то сотого, Автодозвон. 200 раза. Ой, рано утром. Можно записаться только 1 или 2 раза в 1 час в неделю. неделю. Просто, Или 2 раза в ну... неделю. Это просто издевательство над людьми. Но если же зато получится все это получить, Но- просто сказала, получится все это получить. Даже вот получилось Ну, мне да. записаться. Я сходил, все занес. Да. Потом, ну, почти полгода прошло. И в какой-то день сижу, работаю, мне звонок. Это перед Новым годом. Да, в декабре. Да. Типа, а пан не пришел На собеседование на собеседование, на старый сегодня. побыт. Типа, вот, уже 5 Ну. минут опоздания. Я такой, в смысле? Мы Я? вообще офигели. А кто мне просто. назначил, Ну, что... Ну, письмо отправляли. А смотрим, письмо именно такое физическое, которое вот почтальон приносит. У нас ни письма не было, ни почтальона. Саша побежал сразу в почтовый ящик, там вообще нифига нету. Ну, не Ну. даже извещение, что Да. на почте забрали. То есть почтальон просто выкинул это Мгм. куда-то или что? Просто какой-то ад. Ну, в общем-то, Сашка потом перезвонила. Я там потом, ну, денежки. еще с ними там день или два созванивался. В итоге мне назначили дату. Да. Прислали опять же письмо. Да. Но в этот раз я уже Мгм. ждал его. Ну, и в этот раз получилось. И в этот раз, а в тот раз ничего не удалось. Ну и там что-то почтальон, мне кажется, намудрил. Думаешь? Ну а как? Даже извещения не было. Ну, Ну, это ж не то, что он не во-первых, застал дома. У нас не работает дверной звонок. Я думаю, может, он звонил. Ну, извещение-то он мог где-то Ну оставить. да, извещения для этого. Но обычно когда всегда нету письма дома. доходят. Ну, в общем-то, это наверное. первое. Ну, обычно Да. доходили, но, может, не все, не знаю. Короче, вот такой стрессик мы пережили. Ну, ничего страшного. Ну, потеряли месяц. Потеряли месяц, Еще. да. Зато я подготовился. за Зато этот Сашка месяц. очень хорошо подготовился. И расскажи, как ты быстро сдал интервью. Ну, судя вот по отзывам, я Мгм. читал там в разных группах, чатах, Припугнули. что и 2 часа разговоры идут, и жесткие, и Мгм. там и спрашивают, как звали кличку, там, коня Пилсудского, типа, или что-то такое, или Мгм. собаки, или коня, или и того, и другого, не знаю. И всякие еще мелочи, там, Мгм. про усы какие-то. Ну, вообще, ну, это разговор. Просто в Варшаве есть вариант, что писать тест письменно, Мгм. либо обычный разговор. А в других городах только разговор. И, не знаю, у меня прошло все быстро, гладко. Мгм. Все равно все это зависит наверняка от уровня языка. Есть опция прийти с переводчиком, но это всегда, я думаю, минусик. Если у тебя там корни и все такое, то как бы что ты с переводчиком приходишь. Ну, я всё про равно- свой кейс, когда это именно по корням. Они там, ну, мало ли какие еще Мгм. есть опции. Ну просто мы получения. уже тут и живем 4-й год. Тут стыдно было бы прийти, не зная польский. Ну, я с детства А есть люди, которые мало помню. приезжают и вообще не знают польский, и сразу получают сталый побыт, то они могут же прийти Ну, с это их- переводчиком. Тогда нужно Да. идеально все отвечать. Да. Ну, короче, у нас такой кейс, как говорится, что мы уже тут жили, и Саша знает польский. Ну, Неплохо. я как бы, он даже этот инспектор меня спрашивал, один из вопросов, как я учил польский, Мгм. какие-то курсы, школы. Типа так блеснул. Все с детства, плюс, Мгм. ну, тут нигде никогда не учил, не ходил. Тоже, наверное, Ну как, да. Ну, плюсик. вот могу тебя, как всегда, перебить. Когда мы переехали сюда, у меня был стресс, что я вообще ничего не понимаю. Мне казалось, что тут только я слышу только шум какой-то. Но Саша решал все дела. Вообще, я была в шоке, как он что-то понимал. Мы в банки ходили, и все документы, ну, с легализацией все делали. И все Саша делал сам. Хотя при этом я никогда не видела, чтобы он говорил на польском или понимал, или вообще там, не знаю, общался при мне с кем-то на польском. Но вот именно все дела Саша без помощников, без кого-либо, без, не знаю, помогаторов, заделья, вот эти. Я их терпеть не Саша могу. их терпеть не может. И вот Саша это все сам, я вообще не знаю как. Ну, потому что у него была какая-то база польского, наслышанность. Ну, и Он в детстве, понимание, да. как более-менее все читается, Ну. произносится. Я Да. тоже не с нулем, я там перед переездом что-то Мгм. подготавливал, изучал, смотрел. Ну, как бы оно в целом-то не так сложно при желании. Ну и плюс я в целом языки нормально подхватываю. Мгм. Ну, это Duolingo правда, да. даже, ну, на первом этапе хорошо. в принципе, Я когда, помогает. ну, вспомнишь, как мы ехали в Польшу, Саша зубрит, сидит, что-то там смотрит, Дуолинго. Оля,
музыка, подкасты, я не в Польшу, оно мне не надо, я в процессе выучу. Хотя я польский вообще никогда не слышала, не знала, мне это из-за белорусским проблемы, не то, что уже с польским, но я, как всегда, положилась на Сашу. Ну ладно, в общем-то, вот Саша Ну, пришел. вопросы, ну, как бы у меня Какие заняло вопросы? меньше часа, наверное. Вообще Хотя я паркинг быстро. на 3 оплатил, готовясь к худшему. Ну, единственное, что я долго ждал, когда меня позовут, хотя, ну, это ладно. А вопросы были, в принципе, стандартные, есть много всяких, типа, конспектов. Те, что были у меня, они какие-то не супер хорошие, потому что там даже есть и фактические ошибки, и грамматические, и с датами там. Как бы поделиться я могу, но они вроде общедоступны, но если что, у меня все осталось. Там списки вопросов, списки Нам, ответов. кстати, присылали. Они не очень. Помнишь всё-таки. список вопросов? Нам присылали? Это не прям идеал, но подготовке поможет. Как бы... Не, ну спасибо большое нам, получается, подписчик, так сказать. Ну, эти вопросы я их Он уже присылал где-то нам, да, и видел, это да. хорошо, это всегда помогло, хотя бы, понятно, что это не 100%, что будет именно эти вопросы, но Ну, база, база понимание. какое-то понимание, да. Ну, то есть все равно вопросы как бы базовые. Это происхождение семьи, как там, кто поляк в семье, как в детстве, там, ну, как в семье это все культивировалось, традиции, религия, праздники какие были, как праздновали, что там знаешь из истории семьи, как можно глубже. Ну и плюс история, традиции Польши, те же все даты, известные люди. Ну, у меня супер базовые вопросы были. И как бы в целом Ты бегала, отвечал я все хорошо, потому что пару ошибочек было, но понятно, что из разговоров час, ну, пару Ну, каких-то... гимн его не заставили петь. Хотя я вообще идеально. Хотя я говорю, ты готов петь гимн? Сашка говорит, да, даже мне пел. Но, а в итоге даже не понадобилось. Ну, как мы поняли, что он очень хорошо сдал это интервью, быстренько ответил на все вопросы, и интервьюер, как я сказать, инспектор. Инспектор, он пошел пить кофе быстренько. Он сказал, все, иди домой. Ну, дальше, вот уже 2 месяца, я не знаю, дальше мы какой ждем. этап идет, просто Да. дальше была проверка документов, оригиналов, там, свидетельства о рождении, все эти почки мои, страж граничный. Ну, не думаю, что это 2 месяца занимает. Наверное, уже дело в Ужонде где-то тусит. Я вообще не понимаю. Просто мы сейчас на стрессе ждем. А почему на стрессе? Потому что у меня заканчивается карта побыта, у Саши заканчивается карта побыта, у Саши заканчивается паспорт белорусский, и надо уже точно какой-то документ здесь. И вот этот вот стресс, он, конечно, на нас влияет. Плюс Чупи. Спасибо большое. Он, конечно, тот еще помощник. Сначала он сломал пазурок. То есть, Причем ноготь он называется. любит именно это делать Неожиданно в выходные. выходные, в праздники. Да. Сломал пазурок, вот этот 5-й палец. Ну, вот он вот здесь вот у них находится. Как он его сломал? Прыгал, скакал, такой счастливый был. Воскресенье было, выходной. Еще какой-то праздник Это был 3 короля. О, 3 короля. Праздник. Мы пришли довольные, с прогулки. Он стал, как этот пони, прыгать тут везде. И потом смотрим, он долго что-то лежит и лижет ноготь. Я смотрю, он сломанный. И сломанный вот прям под корень. Я думаю, блин, ну так же мы его не снимем, ему уже больно. Поехали быстро к ветеринару. Оставили там пол моей зарплаты. Потому что, казалось бы, просто отрезать. Замотать там бинтом. дезинфектором каким-то. Да. Потом неделю мы, конечно, перебинтовывали. Все, что нам сказали, лечили его. Все как полагается. Прошел месяц, может меньше, 3 недели. У него этот одноглазый пират. Я думаю, что произошло? Месяц сидит вот так вот и моргает туда. Не может открыть вот этот глаз. Вот так вот сидит, моргает. Я такая думаю, о, забавно, что он нам моргает. Что он хочет нам показать. А потом мы поняли, я подумала, возможно, ему что-то в глаз попало. Я стала ему промывать водичкой. Ну так аккуратненько, очень аккуратненько. Смотрю, не помогает. Он вот так вот дальше сидит, так вот нам моргает. Ну, в общем-то, меньше чем через час мы опять поехали к ветеринару. И это опять же выходной.
И опять же мы там оставили вторую половину моей зарплаты, потому что он был на антибиотиках, мы ему прокапывали неделю, 10 дней, практически 2 недели. Там 3 Но 3 раза в день, 3 флакона. И самое главное, хотя бы спасибо ему за то, что он так четко всегда подходил, знал, что ему это помогает, и подходил капать глаз. Вот он не убегал, мы его не ловили, мы все время говорили: Чупи, идем глаз закапывать. Он уже подходит, уже сидит, седунчик, уже ждет, когда ему закапывают в глаза. Но потому что он знал, что ему это помогает, он стал видеть, и на второй день он стал бегать, прыгать, но все равно 10 дней надо было прокапать. Ну, все, что нам сказали. Короче, и вот это вот все одно на одно, и вот такой вот небольшой стрессик мы пережили. И еще до сих пор переживаем. Но зато мы уже практически на пути к отпуску. Скоро уезжаем. Ну, это уже... Нам не хватало этого. Вот выдохнуть Да. чуть-чуть как-то. Мы, наверное, не Пора. говорили. Летим на Мальту. Куда уже Да. вся Польша там Да. была. Самый популярный Ну, для нас такой отдых. какой-то недооцененный, наверное. Я, честно говоря, мало вообще уже слышал не даже. думала о Мальте ничего. Вот такие дела, ребята. Ну, в принципе, мы, я думаю, все вам рассказали. Ну, стресс понятно. Да. Но свободное время тоже нам не до А. съемок было. Потому что А, мы смотрели вы- польские шоу. Польский шоу. Кто хочет подучить польский язык? Вообще, они так любят тут всякие реалити снимать. И мы были подсели жить на кредите. Кстати, начался новый сезон. Но мне почему-то хочется дождаться весь сезон, а не по 2 серии смотреть. Потому что они выходят по 2 серии в четверг, в 9 или в 10 20-минутные. вечера. И 20-минутные. Это вообще смысл снимать целое шоу на 20 минут одну серию. Даже мы свое видео снимаем на дольше. И теперь еще смотрим Back to School. Блин, так интересно. Даже участники из «Жить на кредите» снимаются вот в Ну, Back to самые School. яркие. Самые яркие такие. Ну, вот. И вот кто тоже любит всякие шоу, вот это вот отключить мозг, посмеяться, повеселиться, Не, ну, подучить мозг, польский. Там Ну, практика это Back to польского School. хорошая. Не, реально какие-то вот, обыденные выражения. Даже Саша из- смотрит. ну, Хотя казалось Не, бы. в плане «Жить на кредите» мне нравится. Ну, не нравится, меня бесит необдуманность, там, люди, Ой, которые как берут у него такие горит кредиты. одно место, когда люди берут необдуманно там где-то кредит или еще что-то там, рата какой-нибудь большой. Забавно, когда, вот уже нету, но в каких-то сезонах была семья из Лоди. Да. И прям такие тоже смешные. Ну да. Короче, советую. Короче, интересно, мы советуем посмотреть, Ну, если кого-то хочет Смотреть можно бесплатно, но бесплатно там доступно 2 серии в неделю. Мгм. И 15 злотых стоит в месяц подписка, мы включали, уже отказались, на Play.pl. Ну, это когда мы смотрели «Жить на кредите». Ну да, тогда там все С сезоны первого пересмотрели сезона, да. за месяц. Мы сидели и прям влипали. Прям нам нечего было делать. И влипали. Другие шоу не особо так зашли. Мы как-то пробовали Мгм. смотреть там по Ну одной да, 2 серии. как-то да. как это, веснячка? Дамы и веснячка. Дамы и веснячка же такое. Обмен. Но там разные, женами. каждая серия, она с новыми героями. Как бы, может, один тебе герой понравится, другой не понравится. Ну, там прям такая карикатура, не знаю, так уже прям какую-нибудь блондинку такую показывают, если она какая-нибудь там Модель. богатая модель, у нее много денег, у нее какая-нибудь там квартира на последнем этаже в Манхэттене, в польском Манхэттене, и она приезжает, такая вот дама в соболиных шубах, там в деревню, и начинает там Топить строить. Это не печку, хочу, коров это не доить. хочу. Ну, это же такая карикатура. Мне кажется, Ну. это, модели эти, это вообще не очень интересно. А вот жизнь обычных людей, это, Там, конечно, Супер. не все семьи интересные, но фавориты есть. да. И там Ну, иногда такой угар. Но мы не будем говорить, кто нам не нравится, то подумаешь, что мы хейтеры. А мы те еще хейтеры. Ребят, мы сидим вот так вот на диване и смотрим. Не, ну мы-то лучше. Не, как бы одна Ну семья, мы-то мы прям интереснее. перематываем. Ну Ну, да, это цыгане. Ну, это Цыгане мы какой- перематываем. там не на кредите жить, они живут Ну, как они бомжи. просто не работают. Это Собирают самое узлом, главное. И никто не работает. Зачем Это- их показывать вообще в программе? Их больше всего показывают при этом. 20 минут серия, а И 10 перематывать Ну, короче, было бы классно, если бы «Жить на кредите»
было бы длиннее. Это наше любимое шоу. Ну, в принципе, все мы рассказали, да? Ну, из Из крупного, таких крупных видимо, новостей. А что по поводу, будем ли мы дальше снимать видео? да. Сложно сказать. Сложно сказать, ребята. Возможно, мы опять будем пропадать. Ну, Но мы поймем, если вы будете отписываться. интересные события происходят да. не каждую неделю, Да. прямо скажем. Но мы много чего заказывали, у нас куча всего появилось. Так классно раньше было. Вы знали все наши покупки. Сейчас вы даже о наших покупках не знаете. У нас столько всего появилось нового. Саша, например, заказал чай на $100. Больше. Больше, чем $100. Представляете, чаек за $100. Но на самом деле этот чай, он классный. Он какой-то тайваньский. Сашка его Но оттуда я и заказал. напрямую, это намного дешевле все равно, чем здесь покупать. И такого качества, ну, нет. Такого качества тут нету. Не, ну это действительно очень вкусно. И вот мы угощали друга, Виталика. Он тоже сказал, что очень вкусно. Хотя, кстати... В следующий раз с нами будет заказывать. наверное. Да. Так что, ну, вот такие дела. И будем потихоньку собираться на работу. Я же еще на работу собираюсь. Я еще даже голову не досушила. Собираюсь на работу. Сашка на работе уже, как вы понимаете, с одной комнаты в другую. Это работа у нас считается. Так что смотрите дальше видео. Надеюсь, вам будет очень интересно. Но я бы попросила поставить лайки. Возможно, написать комментарий, возможно, даже подписаться. Если кто-то новый подпишется, то мотивации станет побольше, конечно. Ну да, но если вы отпишетесь и перестали нас уже смотреть, мы тоже это поймем, потому что мы действительно пропадали, и в последнее время даже как-то часто. Поэтому все поймем, все примем и бегом смотреть дальше. И, ребят, еще одна новость по поводу моего здоровья. У меня проблемы с щитовидной железой. То есть тут называется эта болезнь, или тут она, наверное, во всем мире так и называется, болезнь Хашимото. На польском торчица. Я так привыкла на польском называть щитовидную железу торчица, что мне иногда сложно перевести у себя в голове это слово. Реально забываю. Кстати, очень многие слова забываются на русском. Когда постоянно используешь польские слова, мы даже с Сашей в разговоре между собой очень часто используем польские слова, а мы уже тут 4-й год, и оно реально начинает не то что забываться, а просто первое, что тебе приходит в голову, это польское слово, а потом уже ты думаешь секундочку, и потом только приходит уже русское слово. На белорусском мне, ребята, ничего не приходит, потому что на белорусском в Беларуси мало кто разговаривает. Но сейчас я уже заметила тенденцию, что все больше и больше людей начинают говорить. Это очень приятно, но, не знаю, в мои лучшие годы в Беларуси, которые мы проводили, очень мало кто говорил на белорусском. Кстати, вот у меня была учительница в школе на белорусском языке, белорусский язык она преподавала, и она постоянно говорила только на белорусском языке. Я думала, боже, что за иностранный язык? У меня было не очень хорошо с белорусским языком. Летом я пошла сдавать анализы. Я всегда стараюсь сдавать анализы раз в год, проверять мочу, анализ крови, гинеколога. Короче, вот эти вот все стандартные процедуры я стараюсь раз в год проходить. И, в общем-то, мы с Сашкой летом пошли, сдали кровь, и выяснилось, что у меня там с результатами не все идеально. Ну, я там пересдавала, потом туда-сюда, потом ходила на рентген, туда-сюда. Короче, все пытались понять, что у меня там. В итоге она думала, что у меня вот здесь воспалились лимфоузлы, вот здесь, с этой стороны, вот где-то здесь. По анализам она так думала. Она меня отправляла на РТГ. Я это все проверяла, в итоге ничего не выяснилось. И тут сам вот этот врач, который делает РТГ, он говорит, что у вас там все хорошо, давайте проверим что-то другое. Но он стал проверять и увидел, что на щитовидке у меня, увеличенная щитовидка. Вот. И он говорит, что это, скорее всего, болезнь Хашимото. Ну, в общем-то, так и выяснилось, что у меня болезнь Хашимото. И получается, что я здесь стою на учете у эндокринолога. И уже полгода я пью гормоны. Вот. Все нормально. Первый мой вопрос был, эндокринолога изобразила, я потолстела. Потому что меня это так волновало, капец. Она говорит, нет, все нормально, вы даже, наоборот, похудеете. И я, конечно, не похудела, вы знаете мою любовь к шоколадкам, но я и не потолстела. Вот.
Как будто, ну, я чувствую себя нормально, я не чувствую вообще, честно говоря, никакой разницы. Вообще, перед этим, когда я не знала, что у меня этот Хашимото, я как чувствовала себя хорошо, так и после таблеток я тоже чувствую себя так же. То есть и так у меня все хорошо. Но это очень, очень распространенная женская болезнь, в основном она женская, но есть у мужчин. Но в основном, насколько я наслышана, это женская такая болезнь. Но, в общем-то, я уже сдавала заново анализы, выяснила, что все хорошо, уже анализы в норме, но все равно мне еще очень долгое время, может даже всю жизнь мне придется пить эти гормоны. Вот такие новости. У Чупсика, кстати, какие новости. У Чупсика все шикарно. Чупсик, оп, цветет и пахнет. Будет у нас малыш. Будет на передержке неделю. Нашли хорошего человека. За деньги посидеть с Чупсиком. Я вообще не понимаю, как можно с Чупсиком сидеть за деньги. Если бы у меня не было собаки, и мне надо было с кем-то посидеть, я бы сама еще доплатила, чтобы посидеть с этим Кнопиком. Смотрите, какой он хорошенький. Что, неправда? У него, смотрите, что новое. У него новая прическа. У него животик появился. Кабанчик наш. Злюк-козлюк. Мы его называем Злюк-козлюк, потому что когда он начинает там гавкать, не знаю, там соседи какие-нибудь звуки издают, и он реагирует, там начинает гавкать, мы ему дали новую кличку Злюк-козлюк. Вот так это чудо. Чудное. Чудо чудное, юдо-юдное. Вот так вот лежит. Ты мое счастье. Ты моя малая ватрюшечка. Это что за шоколадная вафелька? Это что за батончик Сникерсник? Это что за Марс? Это что за Милки Уэй? Это что за Киткат? Ну вот он лежит, и я на него постоянно кликаю. Лежит возле меня на полу. Помощник мой, помощник мой, помощник. Давай животик. Давай животик погладим. Животик надо погладить собаки. Животик любимый. Короче, минутка милости от Чупега. Он тоже давно не снимался. Ребят, на улице дождь, но этого ребенка, жеребенка, ну, как бы обязательно вечерняя прогулка. Мы уже собрались с Сашком. Ну, дождь, что делать? Сашка в своем лучшем наряде. Бомж стайл. У меня, собственно говоря, то же самое. Ну и курточку купили Чупсику с таким капюшоном. И он, короче, замер, не хочет идти. Потому что мы ему капюшон надели, потому что там дождь. А он, наверное, ничего не видит и не хочет ходить. А нам еще плюс вот это вот все занести, это мусор, это все в машину, пакеты. Это тряпки в машину, мы машину недавно мыли. Только ему капюшон сняла, все, пошел собак. А вот так вот он стоял, я ему надела капюшон. Он стоит, замер и не хочет двигаться, не хочет никуда идти. Ой, плюс еще мусор. Пойдем, Чупик, гулять, пиписюнкать. Не, ну красавчик же, Сашка. Скажи. Да. Красавчик. Но он реально такой миленький в этом костюмчике. Ну, не знаю, как он сейчас себя будет вести. Хвостик, видите, опущенный, даже не собирается подниматься. Все, на лифт давай. Домой. Давай на лифт. Он не видит ничего. Вышли на улицу, а дождя нет. Чупи в расстроенных чувствах постоянно вот так вот трясется, ему не нравится этот костюмчик, да хотя бы хвостик поднялся. Мы, смотрите, помыли нашу крышку, картошку вчера, хотя не сильно видно, но она чистая, такая красивая. Мы еще и гараж вчера. Ну, короче, мы тут пожонки делали. Пол подмела. Вчера у нас были пожонки. Смотрите, все чистенько, элегантно, стекла, зеркала тут отмыто. Скоро на этой крошке поедем. Мы, кстати говоря, еще вот здесь такие небольшие пожонки сделали. Чупи, иди сюда. Иди сюда. Давай. Здесь такие пожонки сделали. Тоже все аккуратненько расставили, поставили. Все наши коробки. И тут мы храним молоко. Кстати, вот это молоко, которое у нас сейчас здесь стоит, его можно сдавать в Ашане.
Так что мы его тоже сдаем. У нас еще появилась новая доробла, ребят. Вот это освежитель. Ой, не освежитель, а очиститель воздуха. Мы им где-то месяц Ну да, тут пользуемся. плохой воздух зимой, мы все-таки в конце Мгм. зимы решили. Решили приобрести. Но он до сих пор плохой, хотя уже Мгм. Периодически датчик показывает там красный цвет, что типа воздух не очень. Еще хотела... Мы же сейчас уезжаем на Мальту, и мы первый раз будем пользоваться такой функцией крутой. Мы едем на машине. А, Что? шар. Шар? Да. Шарф забыла в Забыла. машине, да, забери. Мы едем до Катовицы на машине. Не-не-не. Нет, он думает, Да. когда дверь его открывается, то ему надо запрыгивать. Он сам просто запрыгивает. Уже все знают, собака умная. Нет, мы никуда не едем. Так вот, дайте рассказать, куда вы. Что мы на Катовице... Все падает. Я когда-нибудь расскажу эту историю, что мы до Катовиц едем на машине, на этой крошке картошки, красотки, этой секси-пекси. Едем до Катовиц. В 2 часа ночи мы выезжаем из Лоди. 2 часа мы едем до Катовиц, отдаем машину в такую специальную стоянку, службу, где она там будет стоять. И нас с этой стоянки, с этого гаража, не знаю, с того паркинга, отвезут до аэропорта. И мы рано утром вылетаем до Мальты. Ну и все, и там тусим. То есть вот так удобно будет. Первый раз на машине поедем до аэропорта. То есть оставим ее там, где нам удобно. И потом уже, когда прилетим обратно. Классно, что я все время снимаю Сашину спину. Саша. И давайте Чупчикова пошибаю. Он вообще в недоумении, почему закрылась дверь. И когда мы прилетим обратно, нас тоже вот эта служба, она нас, мы позвоним, они нас заберут, привезут к нашей машине. Правильно рассказываю, Сашка? Да. И из того, что слышу, правильно. Привезут к нашей машине, и мы уедем потом обратно забирать Чупсика. Чупсика мы отдаем в среду. Щедунчик. В четверг. Ой, тьфу, в четверг, в среду. Да, мы в четверг. В четверг ночью уезжаем. Я еще работаю на 2-ю смену, к сожалению. Ну, вот так. В принципе, вам все рассказал. Ну, оставайтесь с нами, как говорится. И потом вместе будем путешествовать, ехать. Вроде я все правильно рассказала. Не убавить, не прибавить. А, кстати, знаете, мы не рассказывали никогда фишку нашей машины. Что у нас не открывается багажник просто по нажатию, без ключа. И с кнопки не открывается. У нас и не открывалось. В нашей Нувке не все элегантское, к сожалению. Но мы уже привыкли, мы с машины постоянно открываем, там под рулем есть кнопка. Ладно, все рассказали, поехали. Гулять дальше. Поехали. Поехали, заправляй. У нас тут во дворе есть такая, площадка, не знаю, для футбола, баскетбола. И Чупик здесь обожает бегать. Он просто туда-сюда бегает, круги наворачивает. Вот, и он знает это место и всегда сюда ведет. Постоянно. Он запомнил и все, и ведет сюда. Собака умная у нас. Тут и машины ездят. Но это ограждено, поэтому тут безопасно можно его пустить. Иногда, видите, как бегает. Иногда ему прям нужно свою вот эту энергию выплеснуть. Посмотри, бегают. Все, уже накашляется сейчас. Он не умеет бегать и не кашлять. Точнее, дышать нормально. Потом, что там ешь? Ой, все ему не нравится этот костюм. А мы ему говорим, ты так хорошо выглядишь в этом костюмчике. Такой балдежный джоггер. Бегом отсюда. Бегай. Ой, какой сладкий. Вот мы уже Чупсика тут собрали. Тут наше, то, что в прозрачных этих сумочках надо возить, жидкость. Тут и аптечка, потому что я заболела. Шампуни, пасты и так далее. Вот аптечка, точнее. Обязательно берем нити, чистить зубы, и то берем такие салфетки, и для Чупсика, если у него заболит живот, его книжка, его тряпочка, лапки мыть. Он постоянно знает, что после прогулки моют лапки. Такой костюмчик у него классный появился, если будет дождь. Смотрите, купили ему такие классные кнопки. Он их не хочет нажимать. Вкусняшка. Видите, там вкусняшка. Мы даже вкусняшки положили ему рядышком. Он пока не нажимает. Но он еще только
сколько там, не знаю, меньше недели мы его обучаем. Но мы еще и не так часто это делаем, надо более регулярно учить его нажимать на эту кнопку. Но она еще так тяжело нажимается для его лапки. Ну, посмотрим, как оно там пойдет, не пойдет. И плюс мы рисуем картину по номерам. Классный. Купила, блин, чай. Думала, он вкусный, а он реально детоксовый. Фу, такой невкусный, травянистый. Хочу на работу отнести, может, кто-то выпьет. Но это просто ад чаев. Такое у нас красивая Италия. Ой, не могу. Но мы еще не дорисовали. В процессе. Всем сонный хай в этом чате. 2 часа ночи. 2 часа ночи. Ну, 3 час там. Мы... Скажи всем сонный хай. Ну, сонный. терпимо. Мы собираемся в Катовице. Почему-то мне хотела сказать краковица. И думаю, что-то не то. Мы собираемся. Значит, нам сказал Google, что там будет ветреная погода. И мы, смотрите, зимняя кофта, такие теплые утепленные джинсы, очень широкие, чтобы в них было удобно. И осенняя одежда, и осенний верх. Куртка, потому что потом остальные 2 дня будет вроде такая обычная весенняя погода. Но первые 2 дня будет дождь на Мальте, когда на Мальте вроде вообще очень редко дожди. Да. И такой ветер тоже редко. Посмотрите, сколько мы всего взяли. Как обычно, наши верные помощники в путешествии, наши, не знаю, бескрайние рюкзаки. Ну, я не знаю, в них можно вместить все, что угодно. Мой набит полностью, Сашин набит полностью. Плюс там еда, мы съедим, и уже не будет так казаться много всего. Мы сидим возле окон, но отдельно друг от друга. Мы не доплачивали за места. Естественно. Мы не доплачивали за места, чтобы сидеть вместе. Все равно будем спать. Он при окне, Сашка, я при окне буду сидеть. Ну и поэтому мы не доплачивали. Смысл... Ну, мы никогда не доплачиваем. Потом мы взяли кучу SPF, так как всегда надо прятаться от солнца. И вот взяли еще... Давай, кепки. Я не знаю, куда кепки. Я не знаю, может, на зацепим. Ладно, будем просто в руках, а там посмотрим. Ну и мусор выбросить. Вот это все мусор. Ну и все. Поехали. Наша крошка, машинка нас уже ждет. Ребят, не могла заснять, как я выгляжу. Вот так выгляжу, вот так буду ходить. Ну, конечно, мы приедем, мы будем заселяться в отель, это все выложим. Но в отель будем заселяться в 3 часа дня, а прилетим мы сегодня в 6. Все, погнали. Ну, не все же прилетим. Мы в 6:30 Ой, в 6:30 вылетаем, прилетим мы в 10, наверное. В 9:10 там погуляем до 3-4 часов вот с этой вот бандуриной. Если там ветер тяжелый, сильный. Ладно, выходим. Непонятно, ребят. Ну и все, мы уже в машине. Музыка включена. У меня на тебя есть отличные планы. Сейчас будем слушать и петь. Ехать нам, Ребзя, 1:57. Все. Сашка, ты готов? Уже хочу ехать. Все, едем, давай. У нас есть вот такой ключ. Сейчас найдем. У нас есть ключ от Брамы. Все, едем. Осталась минута до нашего паркинга. И мы уже, как вы понимаете, в Катовицах. Сейчас тут вот мы едем. И вот видно сплошные паркинги. Дома, я думаю, тут сдают. Комнаты точно. Находится слева. О, слева, смотрите, заезжаем. Свой паркинг. Оставляем машины и трансфер. О, сколько машин, капец. Надо сейчас место найти. О, туалет. О, дядечка. И вот дядечка, он уже ждет нас на этой машине и нас завезет в аэропорт. Круто, да? Ой, ребята, мы сейчас были на волоске минус 25 евро. Потому что вы видели наши рюкзаки? Или сколько? Блин, дядька проверял. Первый раз в жизни кто-то проверял наш багаж. Ну, не наш конкретно, да. Наши очереди. И мы просто идем такие, блин, уже наша очередь проверять. Ну как мы проскочили, просто везунчики. Я надеюсь, на обратном пути нас проверять не будет, потому что у нас тоже там будет много всего. Я думала, это будет пипец. Мы бы никогда в жизни не вместились в маленький. Но я не помню, чтобы тут проверял кто-то, Саша. Первый раз, за столько лет, сколько мы летаем, первый раз проверили. Трэш. Всем автомобильный приветик. Мы долго не снимали.
Уже за это время произошло столько всего. Мы уже съездили на Мальту, уже Ничего не давным-давно сняли. вернулись. Мы ничего не снимали, но, в принципе, всю нашу поездку можно посмотреть в Инстаграме. Там фотки делали. Ну, она Там- такая вышла. Да. Не то, не сё немножко. Ну, в принципе, Не как вам хватило сказать? машины. Там. Нам не хватило машины, просто мы были, получается, своим ходом. Своим ходом автобусом передвигались. И это было самое ужасное наше решение — передвигаться своим ходом. Потому что мы там ждали по часу, не могли добраться до места назначения очень долго. Там вроде остров небольшой, но когда мы... Напрямую не доехать. Везде Да. он так петляет, автобусы эти. Их Мгм. как бы Они много. опаздывают, они не приезжают. Они Ой, там проезжают просто- мимо. Типа, я полный. Всё. Да, ну вот такие у нас были истории, но все, что касается природы, вида, ну там было очень красиво. Да. Вот эти, знаете, обрывы, как будто край света, край планеты, вот так вот все выглядело. Море, ну очень красиво. Скалы вот эти, ну это потрясающе. Но до них добираться полдня, если ты, например, обозначил себе несколько точек в день, ну ты просто потратишь большую часть на дорогу. Ну, вот Самое красивое место, что мы были, оно было на соседнем острове, мы до Мгм. него добирались часа 4 Да, да. и обратно столько же. Ну и еще одна новость. Посмотрите на эту идеальную улыбку. На эту супер женщину. Ну посмотрите, Жень, наконец-то, вот они, идеальные зубы. Я себя, честно говоря, ну даже не помню вот с такими нормальными человеческими ровными зубами. И вот она я уже хожу, наверное, месяц. Меньше. А может, чуть меньше. Первый день, когда мне сняли брекеты, как я плакала. Вообще кошмар. Помнишь, Саш? Да. Я пришла, ревела, просто не могла себя узнать. Я настолько привыкла к брекетам, мне казалось, что у меня не овал лица, но я не знаю, как сказать, другой нос, как будто другая улыбка. Все это не пасует к моему лицу. Я думаю, боже, какой кошмар. Все не так. Но потом я привыкла, сейчас-то уже вообще чувствую себя королевишной. Но при этом у меня стоят ретейнеры, и я ночью сплю в таких специальных накладках, тоже называются такие ретейнеры, они пластиковые. И еще 4 часа нужно в них ходить днем. Короче, я в Ну, них короче, шепелявлю. Попадалово. Короче, всю жизнь ты, чтобы у тебя была вот такая идеальная улыбка, чтобы никто, ни один зуб не смотрел ни вправо, ни влево, никуда не выехал, не съехал, не свалился. Чтобы вот ничего с ними не произошло, тебе нужно дальше страдать, да. Вот. Что у нас еще? Сашка едет на подружслужбовый. Вот буквально через пару дней. И все Уезжать. время в одно и то же место. И все время в одной... Ну, да, Ну, так раньше... совпадает, чтобы всех максимально собрать. Мгм. Получается, что вот уже 3-й раз подряд в Софию. Да. Мы остаемся с Чупсиком одни, да? Сашка Ну, будет там так и ходить по выходит. ресторанам, гулять, то есть типа работать, но мы все прекрасно, как айтишники, работают на подружеслужбовом. И поэтому сейчас, так как, кстати, мы еще даем машину, электрику, у нас там с фарой проблемы, электрику машинам, у нас не будет машины, не будет Саши, поэтому мы сейчас, нам нужно обязательно сделать шопинг. Ну вот поэтому мы все рассказали, поэтому поехали с нами на шопинг. Первая остановка Kaufland. Тут нам очень повезло, он возле дома находится. Ну как, пешком-то далеко, а на машине пару минут. 5 минут буквально доехать. Вот нам тут надо молоко, у нас закончилось. Мы хотим, тут акция, и хотим, акция 3+3, да? Или что-то такое. Короче, мы хотим купить много молока. Ну вот мы с Сашкой берем вот такую коробку и ставим в гараж. И все. Кстати, мы раньше брали 3% жирности, а теперь берем 2. А есть там? Ну, я бы вообще хотела 1,5, но раз нету на скидке, возьмем хотя бы 2. И мы приехали в сукцессию, и тут паркинг, и прикольно вот такие лампочки. Написано, где занято, где нет. Вот наша машина стоит на этом месте, и лампочка горит красным. И тут, такая современная парковка. Тут видно, сколько мест Считывает свободен. номер, и не надо там ни билетик, ничего. Мгм. Ну и 3 часа считывает. Да. И вот это удобно, это современно, это классно. Вон Да. в сукцессию. И удобно мы стали, и вон вход в саму сукцессию. Нам надо, значит, сюда, в магазины такие, как Action,
Нам надо там пару вещей посмотреть, я и покажу. И в медиамаркет за батарейками для... для пульта для машины. Пульт для машины. Вот только такие батарейки огромные, 24/50, они очень редкие, вот такие вот толстые. Только их можно в этот пульт от машины. Хотела показать вам нашу щетку. Тут она стоит 800 злотых, а Саша ее купил, наверное, в половину дешевле. Мне до 300. Ну, наверное, вообще до 300 он его купил. Есть такие сайты, где там скрыто только... Они новые, только там упаковка Шкодзона или что-нибудь такое. И там продаются 50% скидкой. И мы купили, и вообще не можем нарадоваться офигенски. Так что всегда заходите в такие магазины. Как это вот... Аутлеты. Аутлеты. На Allegro тоже Да. продается. Можно найти. И вот мы очень советуем, много техники купили. Какая вам разница, какая коробка? Коробкой вы не пользуетесь, а пользуетесь только щеткой. Ну, щетку-то сама щетку-то вы... Да. Остается. Да, а вот и у нас вот точно такая белая, но она реально, она очень крутая. Она показывает само нажатие на десну, то есть вот тут горит такая лампочка, как вы нажимаете, потом показывает, сколько времени вы чистите. Ну, там много, там вибрирует, можно режимы разные выбрать, чистку языка и так далее, но она вообще классная. Сначала мы заказали вот эту. Вот это 9-я. Да. Сначала... 10-я уже другая какая-то. Сначала мы заказали какую-то вот такую, но у нас она, короче, там вот, но у нас она что-то не пошла, с этим, зарядкой были проблемы. Да. И мы поэтому заказали новую. У меня 3 поработало, перестала заряжаться, и мы вернули. Ну, короче, вот. Но мы советуем эту щетку, она офигенская. Мы же тут с Сашком дорисовали нашу итальянскую картину. Точнее, картина польская, а с видом итальянским. И мы думаем, что нужно бы прикупить рамку. И вот мы задумались, рамка такая тоненькая, а картина, в принципе, по объему точно такая же, вот как эта рамка. И мы вот думаем, взять, не взять. Как бы подвесить-то можно за саму ту картину, а рамка просто для обрамления, потому что там края такие есть. Ну да. И она будет торчать, типа... Рамка будет впереди, картина позади. Все. Ну, в принципе, подвеситься картину да. же все равно придется. Ну, в принципе, логично. Ну, просто не хочется покупать. Ну, сюда можно только вставить, вот, ну, это если бы не было. У нас картина на рамке, а не просто полотно. Поэтому. Ладно, попробуем тогда. Вот она стоит 20 злотых, если что, ничего страшного, да? Ну и еще я увидела в газетках, что продается вот такая корзина для прания. Ванна у нас там такая, ну, не супер красивая, от старых жильцов, наверное, осталась. Мы ее хотим спрятать, и вот такую новую стоит 50 злотых, вот 49,95. Стоит 50 злотых, и мне кажется, она и в таком нашем стиле, как сейчас стоит корзина. Ну и нормально, нет? Лучше, чем наша. Тут наша там дырка рваная, такая неприятная. Да, не наша, ну да, не наша. А это будет уже наша. Ну, никто туда не кидал свои грязные. Ой, смешно. Так, Action. И надо сказать, что Action наш любимый магазин. Мы тут обожаем проводить время. Тут столько всего есть, и так дешево. И химия, и... Ну и качественно, и красиво, удобно. И химия для декора, и вкусняшки, и собакам, и котам, и все что угодно. И хочу вам быстро еще показать, что мы купили в Экшене. Мы тут скоро на море едем. И хотим вот такую, ну просто, знаете, баловаться на море, в бассейне. Такую пырскалку. Будет весело, я думаю. Купили потом вот такой набор увидела, классный. В Экшене, я говорю, есть все. Такой классный набор travel. Мне очень нравится. У меня такой пластиковый, неудобный. А тут такие вот мягкие. Можно наливать и разливать. И плюс они, видите, такой гармошкой складываются. Вот это купили. И вот эти конфетки попробовать. Шоколадные, естественно. Как без них. И вот такой на унитаз. Ну, это я чисто для гигиены, потому что, ну, сами девочки знаете для чего. Все. Едем дальше. Еще один магазин. Последняя станция — это Сельгрос. Мы были голодные, как собаки, и набрали что-то лишнего. Набрали вот таких прикольных сырков, творожков, точнее. Пельмени взяли, ребят. Мы были реально копченые ножки. Вот этой фирмы очень вкусные копченые крылышки. Кетчуп, вот еще один творожок. Потом из интересного мы еще взяли
Такое мороженое мы никогда не видели. Оно еще было на скидке. Так захотелось его попробовать. Так, это пельмени показал. Чипсы летят. Миндымсы взяли. И 1,5 килограмма креветок. Больших, сыровых. Балдеж. Голодные, уставшие, набрали всякого лишнего. Будем мы с вами прощаться. Говорим вам пока-пока. Пока. И не забудьте Будем поставьте подобайк. благодарны. Да. Если вы поставите нам подобайки, мы будем очень благодарны. Стараемся не пропадать на такой долгий срок. Будем стараться чаще выходить в YouTube. Все-таки, забросили. Ну, такое Ну, бывает. дела были. Дела. Сейчас чуть-чуть, может, распределимся. Да. Все тогда. Чао.